Сегодня каждый крупный вендор, будь то Dell, Pure Storage или HPE, пытается продать вам мечту. Мечту о том, что резервное копирование больше не должно быть медленным. Маркетологи приходят к вам в переговорную и говорят: хватит использовать гибридные массивы и ленты. В 2026 году бэкапы нужно делать только на All-Flash SHD с NVMe накопителями. Да, сырой флеш стоит космических денег, но не переживайте. Наши уникальные алгоритмы сожмут ваши данные с коэффициентом 60 к 1. Вы получите молниеносное восстановление и небольшую стоимость за эффективный терабайт. Звучит идеально. Вы подписываете бюджет на сотни тысяч долларов, покупаете болид Формулы-1, а потом при первой же аварии выясняете, что ваша база восстанавливается с много меньшей скоростью, чем вы ожидаете. Недавно авторитетное издание Storage Revive выпустил большой видеоотчет по новой системе бэкапов от HPE Alletra X10000 с узлом акселератором DPN. Заголовок отчета гласил: бэкап без узких мест. Но самое интересное в таких отчетах — это мелкий шрифт. Сегодня мы возьмем публичные цифры из этого отчета и разобьем их о сырую физику вашего корпоративного дата-центра. Разберем, куда испаряется сжатие 60 к 1. Зачем дорогущий SHD нужен целый час на раздумье, и какую сеть вам придется докупить, чтобы этот стенд вообще завелся. Давайте начнем с самого главного аргумента маркетологов. Коэффициента дедупликации сжатия, так называемого Data Reduction. В брошюрах гордо красуются цифры 20 к 1, 40 к 1 и даже 60 к 1. В лаборатории действительно можно получить коэффициент 60 к 1. Или же вы, если делаете бэкап одних же и тех же виртуальных машин каждый день, софт пишет только измененные блоки. И на дашборде коэффициент красиво растет. Но мы с вами не в лаборатории. В корпоративном секторе главная ценность — это базы данных. В 2026 году они используют шифрование, Transparent Data Encryption. А теперь вспоминаем физику процесса. Что такое зашифрованные данные для алгоритмов дедупликации? Это абсолютно белый шум. Сжатие белого шума дает коэффициент 1 к 1. Тут хитрый интегратор возразит: а мы установим наш проприетарный плагин HPE Catalyst прямо на ваш сервер, и он сожмет базу до шифрования. Звучит заманчиво, но на самом деле вас загоняет в архитектурную вилку. Путь первый. Вы ставите каталист. Дедупликация происходит на источнике. Это значит, что процессор вашего продуктивного сервера баз данных, помимо обслуживания бизнес-транзакций, начнет высчитывать хэши. Вы покупаете All-Flash массив за миллионы, а тяжелую математику делает ваш нагруженный сервер. Кроме того, вы попадаете в vendor lock-in. Протокол пишет данные в закрытом формате. Решите сменить вендора SHD через 5 лет? Вам придется полностью распаковать всю историю бэкапов, что сделает переезд экономически невыгодным. Путь второй. Вы отказываетесь от каталиста. Чтобы дополнительно не нагружать ЦПУ сервера баз данных, и шлете бэкапы через открытый протокол S3. И тут магия исчезает. Хранилище без проприетарных инкрементов видит каждый раз новый набор объектов. Глобальная дедупликация ломается. Автор отчета Storage Revive мелким шрифтом делает скромную оговорку. Для прямых бэкапов через Commonwealth S3 коэффициент обычно составляет от 6 к 1 до 7 к 1. Итог. Вы покупаете дорогое решение, ожидая вместить 10 петабайт, 200 терабайт сырого флеша. А по факту из-за физики шифрования и ограничений протоколов вы получаете переполнение дисков в первый же месяц. Хорошо, допустим, у вас неограниченный бюджет. Вы купили это решение ради второй киллер-фичи – быстрого RTO. Ведь NVMe диски могут отдавать данные на скорости десятков гигабайт в секунду. Давайте посмотрим на тест восстановления в отчете. Восстанавливаем 144 виртуальные машины. Общим объемом около 27 терабайт. Общее время восстановления составило 93 минуты.
Скорость 4,9 гигабайта в секунду. Вроде бы неплохо. Но читаем следующий абзац. Цитирую дословно. Важно отметить, что Commonwealth потребовал около 1 часа на подготовку перед началом перемещения данных. Вдумайтесь в это. Из 93 минут общего времени восстановления целый час ушел на то, чтобы софт для бэкапа просто подумал. Разобрал свои индексы, выстроил очереди и подготовил метаданные. Сама перекачка полезных данных заняла всего 33 минуты. Зачем вы платите миллионы долларов за массив, который может отдавать 800 гигабайт в секунду? Если при возникновении нужды в восстановлении данных это дорогое оборудование будет целый час стоять без дела, ожидая, пока неповоротливый софт разберет свои каталоги. Вы купили болид Формулы-1, чтобы гордо стоять на нем в глухой пробке. Это называется налог на регенерацию. Процессор медиасервера должен собрать дедуплицированные данные обратно из миллионов кусочков. Хороший сервер с кучей обычных жестких дисков отдаст вам данные точно так же, учитывая этот час простоя. Но давайте вернемся к скорости. В начале отчета вендор гордо сообщает о пиковой скорости бэкапа. Почти 84 гигабайта в секунду. Фантастика. Но чуть ниже они приводят результаты бэкапа 100 терабайтной базы данных Oracle. На реальный монолитный СУБД скорость рухнула почти 8 раз. И это с хваленным NVMe акселератором, у которого все 4 ядра процессора на борту. Вы платите миллионы за архитектуру, способную переваривать 80 гигабайт в секунду. Но тяжелая СУБД может воспользоваться лишь 13% ее потенциала. Но самое интересное мы находим в описании топологии тестового стенда. Как они вообще получили эти цифры? Они построили абсолютно идеальную, стерильную лабораторную сеть. Целевая инфраструктура была подключена через 2 коммутатора NVIDIA Mellanox на 200 гигабит Ethernet. А сервер Oracle отдавал данные через выделенный адаптер на 100 гигабит. И в этой сети не было больше никого. Сферический конь в вакууме. В реальности у большинства компаний в СНГ в ядро сети это 25 или 100 гигабит. Если вы попытаетесь выдать поток даже в 10 гигабайт в секунду в вашу общую сеть, вы устроите жесточайшую DDoS-атаку на собственный бизнес. Ваши коммутаторы просто лягут, чтобы получить скорости из брошюры. Вам придется к стоимости самого решения для бэкапов приплюсовать еще пару сотен тысяч долларов на постройку параллельной, выделенной 400 или 800 гигабитной сети исключительно для бэкапов. И об этом тактично умалчивают. Давайте подведем итог. Я не хочу сказать, что инженеры HPE или Dell делают плохое оборудование. Узлы на NVMe – это шедевр инженерной мысли. Проблема в том, как маркетологи позиционируют их на рынке. Архитектурно бессмысленно ставить сверхбыстрые диски, если ваш софт захлебывается в сборке индексов и процесса дедупликации. Когда вам приносят спецификацию на All-Flash Backup, уточните 3 пункта. Первое. Считайте емкость базы данных как 1 к 1. Если система не окупается при таком коэффициенте, вам нужен обычный гибридный массив. Зашифрованные данные не сжимаются, а проприетарные агенты дают дополнительную нагрузку на ваш сервер и запрут вас в вендор в лок-ин. Второе. Запрашивайте время подготовки. Уточните у интегратора, сколько часов софт будет индексировать бэкап при ваших объемах перед тем, как отдать первый байт. Третье. Считайте сетевой налог. Спросите, выдержит ли наше текущее ядро сети такую нагрузку, или нам придется строить отдельную фабрику на 400 или 800 гигабит. Разделяйте лабораторные тесты и сырую физику вашего дата-центра. Не покупайте иллюзий. Увидимся.